Приветствую. У каждого есть своя тайна, но в этом месте их столько, что молчать уже невозможно. Ставьте лайки и приятного просмотра. В конце ноября 2023 года в Никопольский краеведческий музей принесли кусок ржавого железа. Длина 1,20 м, вес 18 килограммов. Заместитель директора музея Мирослав Жуковский осмотрел находку и отнес ее к XVIII веку. Якорь, либо деталь снаряжения, связанного с последней Запорожской сечью. Подняли его там, где еще полгода назад стояла вода, на обнажившемся дне Каховского водохранилища. Для музея это была 11-я находка со дна за неполные 6 месяцев. 67 лет вода держала это место запертым. Потом плотины не стало, и дно начало отдавать. 13 тайн, которые оно вернуло. 3 вопроса, и на каждый я отвечу по ходу. Первый. Что было на этой земле до того, как пришла вода, и почему ее называли Великим Лугом? Второй. Куда делись люди из 90 сел, и что осталось от их домов под слоем ила? Третий. Что именно дно вернуло за 3 года, и почему исследователи боятся не самих находок, а того вещества, в котором эти находки лежали? Ответы разложены по 13 главам, каждая закрывает свой кусок, и там, где источники расходятся, я буду говорить об этом прямо. Расходятся они здесь часто. Смотрим на карту. Ниже Днепровских порогов река теряла единое русло и расползалась вширь. Рукава, протоки, озера, острова, камыш выше человеческого роста. Дно тут песчаное и илистое, течение слабое, кислорода в донных отложениях почти нет, а такая среда работает как природный консервант. Дерево, кожа, кость лежат в ней столетиями и не рассыпаются в труху. Через эту пойму прошли все, кто когда-либо двигался по Днепру. Охотники каменного века, скифы, греческие купцы с амфорами, золотоордынские наместники, запорожские казаки, армии 41 и 43 годов. Каждый что-то ронял, топил, прятал или бросал при отступлении. В 1956 году все это накрыло водой на глубину до 24 метров и держало закрытым 67 лет. Сразу оговорюсь про тон. Про это место написано много страшного, и часть написанного – выдумка. Никаких чудовищ в глубине, никаких проклятий и таинственных исчезновений в этом ролике не будет. Местные жители такие ролики читают и справедливо над ними смеются. Здесь хватает того, что подтверждено документами, отчетами экспедиций и снимками со спутника. Затопленная страна с 6 столицами Казацкой республики. Скифский город размером с современный райцентр. Ордынский дворец под песчаными буграми. 37 тысяч переселенных человек. 83 тысячи тонн тяжелых металлов в иле. Лодка из цельного дуба, пролежавшая в воде столетия. Это факты, у каждого из которых есть источник, и каждый из них страшнее любой придуманной легенды. Начинаем сверху, с того, что накрыли первым. Тайна первая. Великий Луг, которого больше нет. Великий Луг звучит как поэтическая метафора из школьного учебника, а на деле у него есть измеримые границы, площадь и опись угодий. Огромные речные плавни на левом берегу Днепра, ниже порогов, между самим Днепром и его левым притоком Конкой. Пойма тянулась вдоль русла примерно на 110 километров, от острова Хортица и почти до устья. Ширина ее колебалась от 3 до 20 километров, а общая площадь, по разным оценкам, превышала 1000 квадратных километров. Собственно, плавни разные исследователи считают по процентов. Одни дают около 80 тысяч гектаров, другие – 170 тысяч. Разброс объясняется просто. Никто так и не договорился, где заканчивается пойма и начинается степь. Внутри этого пространства были сотни островов, десятки озер, лабиринт-проток, в котором заблудиться проще, чем выбраться. Местные называли отдельные его части своими именами, и половина этих имен сегодня не значится ни на одной карте. Теперь представьте себе, как это выглядело. Посреди сухой южной степи, где летом трава выгорает до белизны, лежала полоса воды и леса шириной в 20 километров. Дубы в 3 обхвата, вербы, тополя, дикие груши, терн, дикий виноград, обвивавший стволы, камыши и осока по берегам проток, осетры, щуки, сазаны. Рыбы было столько, что ее брали руками на мелководье. Кабан, олень, водоплавающая птица тучами.
Плавни работали как биофильтр и как регулятор местного климата. Они держали влагу, гасили суховеи, кормили и грели все живое на десятки километров вокруг. Французский военный инженер Гийом де Баплан, составлявший карты этих земель в 17 веке, описывал их как место, где река распадается на бесчисленные рукава. Казацкий летописец Самойло Величко упоминал Великий Луг как отдельную величину, наравне с реками и городами. Историк Дмитрий Яворницкий в истории запорожских казаков отвел плавням десятки страниц. Он ходил там сам, ногами, с блокнотом. Внутри Великого Луга была своя география с собственными названиями. В плавни впадали и терялись в них реки Базовлуг, Чертомлык, Томаковка, Скарбная, Подпильная. Почти каждая дала имя острову, урочищу или очередной сече. Острова Томаковка и Базовлуг поднимались над поймой лесистыми буграми и были заметны за десятки километров. Весной вода прибывала и заливала все разом, превращая пойму в сплошное мелкое море. К июлю она уходила, оставляя на лугах слой плодородного наноса, и трава там вставала в человеческий рост. Именно на этом ритме держалось хозяйство. Сенокос после спада, рыбалка на разливе, выпас на подсохших гривах. Дерево из плавней шло на постройки за сотни километров вокруг. В безлесной степи другого источника просто не было. Отсюда же брали лозу, камыш, дубовую кору для выделки кож, мед диких пчел. Целые села жили тем, что давал луг, и не имели ни клочка пашни. А теперь про то, ради чего этот кусок земли вообще стоит помнить. Великий Луг работал как инфраструктура целого военного сообщества, а вовсе не как обычное угодье. Запорожці говорили: «Великий Луг – батько, сечь – маті». Плавни давали лес на лодки и на укрепления, камыш на крыши, дичь и рыбу на прокорм, сено на зиму. Они же давали главное – укрытие. В этом лабиринте небольшая флотилия растворялась бесследно, а войско, вошедшее следом, теряло дорогу и обозы. Здесь ставили зимовники, хутора, где казаки жили в межсезонье, держали скот и пасеки. Один такой зимовник принадлежал самому известному кошевому атаману войска Запорожского, и о нем я расскажу отдельно, в 7 главе. Потому что с ним связана самая тяжелая человеческая история этого ролика. Пока запомните, все, что я описал, существовало до 1955 года. Осенью того года сюда пошла вода. Что чувствовали люди, которые смотрели, как это тонет? Тайна вторая. 90 сел, стертых с карты. 20 сентября 1950 года Совет министров СССР подписал постановление о строительстве Каховской гидроэлектростанции, Южноукраинского и Северокрымского каналов и орошении земель юга Украины и севера Крыма. Работы на плотине развернулись с 1952 года. На стройке было занято около 12 тысяч человек. Первый гидроагрегат пустили 18 октября 1955 года, последний – 13 октября 1956. Заполнение чаши шло с осени 1955 до 1958 года. Под воду ушли, по данным справочников, около 221 тысячи гектаров сельскохозяйственных и лесных угодий. В краеведческих работах встречается другая цифра – 257 тысяч гектаров пойменных островов с плодородными почвами и садами. Это площадь, на которой поместилось бы больше десятка городов размером с Никополь. Число затопленных населенных пунктов тоже разнится. В одних источниках говорят о 27 селах в зоне затопления, в других о более чем 90. Разброс огромный, и я честно его называю, единого выверенного списка нет до сих пор. С людьми поступили по инструкции. Переселено было по официальным данным более 37 тысяч человек. Для них построили 1063 дома, а на организацию переселения колхозников государство выделило почти 14 миллионов рублей. За сухими строчками то, что помнят старики в приднепровских селах. Комиссии заходили во дворы, обмеряли постройки, записывали и каждому объявляли индивидуально: «Ваш двор идет под воду, переселяйтесь наверх». Тем, кто тянул, говорили прямо: «Не переедешь до такого-то числа, дом сломаем бульдозером».
Люди разбирали хаты по бревнам и перевозили наверх, на голую степь, где не было ни садов, ни колодцев, ни тени. Кто-то отказывался до последнего и сидел во дворе, пока вода не подходила к порогу. Люди, видевшие это своими глазами, в большинстве своем уже умерли, и записанных свидетельств осталось до обидного мало. Переселение шло на фоне общей кампании, которую в документах называли планом преобразования природы. Реки перегораживали плотинами, степь обсаживали лесополосами, каналы вели в Крым. Логика читалась ясно. Юг Украины страдал от засух, орошение обещало хлеб, а гидроузел давал ток заводам Запорожья и Кривого Рога. Цену считали в гектарах пашни и в киловаттах. То, что нельзя посчитать, в смету не входило. Люди теряли не только дома, уходили сады, которым было по 70 лет, виноградники, пасеки, рыболовецкие артели, вековые ореховые деревья, колодцы с известной всему селу водой. На новом месте выдавали типовой дом на голой площадке, и первое дерево там принималось не с первой попытки. Для многих семей это было второе переселение за 10 лет. Первое – из разрушенных войной хат в 1944 году. Второй раз подряд начинать с нуля согласились не все, и часть молодежи просто уехала в города, а села, поднятые наверх, так и остались в половину меньше прежних. Самое тяжелое переселение не касалось живых. Под воду уходили кладбища, родовые погосты, казацкие кресты, могилы, за которыми ухаживали по нескольку поколений подряд, переносили далеко не все. Часть просто оставили на месте, потому что сроки горели, а техника была нужна на плотине. Кинорежиссер Александр Довженко, родом из этих краев, записал в дневнике, что все Приднепровье от Запорожья до Каховки стало неузнаваемым, а древние могилы и семейные кладбища исчезли под водой. Подтапливало и два города – Никополь и Каменку-Днепровскую. Они потеряли нижние улицы и старую набережную. И вот что важно для дальнейшего. Казацкий погребальный крест, который найдут на дне через 67 лет – прямое вещественное доказательство того, что где-то рядом было разрушено кладбище. Куда девались кресты с уничтоженных погостов? Секунду. Я редко вот так вылезаю из текста, но тут надо. Если вам заходит, подпишитесь. Для вас это один клик, а для меня это очень важно. Все, продолжаем. Тайна третья. 6 сечей на дне. Запорожская сечь никогда не стояла на одном месте. За 2 с лишним века она переезжала 8 раз, и большинство ее адресов оказалось именно здесь, в плавнях, которые потом накрыло Каховским морем. По разным подсчетам под воду ушли от 5 до 6 сечевых укреплений. Первой была Томаковская. Конец 16 века, остров Томаковка, покрытый вековым лесом. С нее начинается документированная история запорожского войска как организованной силы. За ней Базовлуцкая, действовавшая примерно с 1593 по 1638 год. Остров Базовлук, свой флот, своя артиллерия. Летом 1938-го ее разгромили войска коронного гетмана Потоцкого. Оба острова сегодня лежат под наносами на дне бывшего водохранилища, и там же лежит все, что не успели вывести защитники. Дальше идет точка, которую в Украине знает каждый школьник, хотя увидеть ее нельзя. Микитин Рог, мыс на правом берегу, на месте нынешнего Никополя. Здесь стояла Микитинская сечь. 11 декабря 1647 года сюда прибыл Богдан Хмельницкий с сыном Тимофеем, а 19 апреля 48-го на общем казацком совете его избрали гетманом войска Запорожского. Отсюда началась война, которая перекроила карту Восточной Европы. В 1652-м казаки перебрались на новое место. Так появилась Чортомлыцкая сечь, продержавшаяся дольше всех остальных – 57 лет, до 1709 года. Ее основал, по разным данным, кошевой атаман Федор Лютай, прославил Иван Сирко, которого избирали кошевым больше 15 раз. В 1676-м отсюда вышло войско, разбившее 60-тысячную турецко-татарскую армию. Полезно понимать, что представляла собой сечь физически. Это укрепленный лагерь, земляной вал с рвом, чистокол, ворота с башнями, внутри курени, длинные казармы по земляческому признаку, войсковая церковь, склады, пушкарня, кузницы. Снаружи предместье с торгом, шинками и мастерскими, куда съезжались купцы из Крыма, из Речи Посполитой, из Дона. По периметру стояли пушки, часто трофейные. Все это ставилось быстро и также быстро бросалось при переносе. Уходя, забирали орудия, войсковую казну и церковную утварь, остальное оставляли на месте.
Именно поэтому культурный слой сечевых укреплений насыщен предметами быта, посудой, обувными подковками, монетами, обломками оружия, свинцовыми пулями. Изучены эти памятники крайне неравномерно. По Новой Сечи есть раскопки и планы, по Томаковской и Базовлудской почти ничего, кроме описания очевидцев и случайных находок. И теперь понятно, почему 9 известняковых ядер, поднятых со дна в 23 году, специалисты назвали артефактами номер 1. Последний адрес – Новая или Подпольнинская сечь, основанная в 1734 году при кошевом Иване Малашевиче. Земляной вал высотой 3,5-4 метра, ремесленный посад, торг. В июне 1775 года ее ликвидировали по приказу императрицы Екатерины II. Отдельно стоит Каменская сечь. Она действовала всего с 1709 по 1711 год в устье реки Каменки на правом берегу у нынешнего села Республиканец. И как раз она под воду не ушла. Казацкое кладбище там сохранилось на суше. Получается странная картина. Главные адреса военной республики, просуществовавшие 2,5 века, оказались утоплены почти одновременно, за 3 года заполнения чаши. Молчат путеводители, молчат учебники, и до сих пор нет полной карты того, что там осталось. Кто вообще успел это осмотреть до прихода воды? Тайна 4. Скифская столица у Каменки. Отойдем от казаков на 2000 лет назад. На левом берегу Днепра, у города Каменка-Днепровская, лежит Каменское городище. По площади около 12 квадратных километров. Крупнейший памятник скифской культуры во всем регионе. Для сравнения, это территория небольшого современного города. Здесь скопление скифских курганов, поселений и селищ IV века до нашей эры. Первым его копал школьный учитель по фамилии Сердюков в 1899 и 1900 годах. Случайность, которая открыла науке целый пласт. Систематические раскопки вел археолог Борис Граков. Сначала с 1938 по 1941 год, затем с 1944 по 1950. Именно он предложил версию, которую потом поддержали многие исследователи. Каменское городище было столицей скифского царства в IV и III веках до нашей эры. Что там нашли? Следы металлургического производства, шлаки, горны, обломки форм. Городище работало как центр ремесла и как узел торговли с греческими полисами Причерноморья. Сюда шло вино и посуда, отсюда хлеб, скот и металл. Внутри общей площади выделяется Акрополь, укрепленная часть, где, по мнению археологов, жила знать. По масштабу и по значению это памятник, сопоставимый с античными городами Северного Причерноморья. Если бы такое городище нашли в Греции, о нем знал бы каждый школьник планеты. А тут о нем знают в основном специалисты и жители Каменки, у которых скифские черепки попадаются на огородах. Каменское городище было укреплено по всем правилам своего времени. С напольной стороны его защищали земляной вал и ров, с других – обрывы к реке и к балке. Внутри выделяется Акрополь, отдельная укрепленная часть с собственной линией обороны, где находили остатки каменных построек. Основная масса населения жила в легких жилищах на общей площади. Металлургический характер поселения подтверждают железные крицы, шлак, обломки тиглей и литейных форм. Здесь работали с железом и бронзой в объемах, которых степь до того не знала. Рядом в радиусе нескольких десятков километров стоят знаменитые царские курганы скифов, включая Чортамлык и Солоху, раскопанные еще в XIX и в начале XX века. Речь идет о плотном узле власти, ремесла и торговли, который держал под собой все Нижнее Поднепровье примерно 2 столетия подряд. Дальше то, о чем говорить тяжело. После сооружения Каховского водохранилища часть городища оказалась затоплена. Ушла под воду прибрежная полоса, а то, что осталось на суше, начало подмывать волной. У нового водоема при ширине в 25 километров разгонялась настоящая штормовая волна, и она год за годом ела берег. Раскопки Гракова в 40-е годы шли в буквальном смысле наперегонки с проектом гидроузла, хотя тогда об этом еще не знали. Часть материалов до сих пор не введена в научный оборот полностью. Сколько скифских слоев срезала вода за 67 лет, не считал никто.
И это подводит нас к вопросу, который дальше станет сквозным. Что вообще сделала с рекой сама плотина? Тайна пятая. Река, сменившая форму. До 1956 года Днепр в нижнем течении выглядел совсем иначе. Ниже порогов он не шел одним потоком, а разбивался на рукава и протоки, оставляя между ними острова от крошечных песчаных кос до массивов в несколько квадратных километров. Слева параллельно текла Конка, впадавшая в Днепр ниже по течению, между ними и лежал Великий Луг. Береговая линия менялась каждую весну. Половодье переносило песок, перекрывало одни протоки и открывало другие. Рыба заходила на нерест в залитые луга, вода прогревалась на мелководье, мальки выживали в теплой траве. Судоходство шло по фарватеру, который лоцманы знали наизусть, потому что карта устаревала быстрее, чем ее печатали. Такая река дышала. Она поднималась весной и опадала летом, и вся жизнь вокруг была подогнана под этот ритм. Плотина остановила ритм за один сезон. Каховская гидроэлектростанция, 6-я и последняя ступень Днепровского каскада перед морем, 6 вертикальных гидроагрегатов почти по 56 мегаватт каждый, общая мощность около 335 мегаватт, а по ряду источников до 351. Водосливная плотина длиной 435 метров, высота напорного фронта 37 метров, однониточный судоходный шлюз с камерой 320 на 18 метров. Среднегодовая выработка – около 1,5 миллиарда киловатт-часов. В промышленную эксплуатацию станцию приняли 19 октября 1959 года. Водохранилище получилось таким. Длина 230 километров, максимальная ширина 25 километров, средняя около 9, площадь зеркала около 2150 квадратных километров, полный объем около 18 кубических километров, полезный около 7. Средняя глубина 8,5 метров, максимальная 24. Каховская ступень была не первой. Выше по течению еще в 1932 году заработала Днепровская гидроэлектростанция, и ее водохранилище скрыло знаменитые Днепровские пороги, каменные гряды поперек русла, через которые веками проводили суда лоцманы из приднепровских сел. Ремесло лоцмана исчезло вместе с порогами за один сезон. К середине века на Днепре выстроили каскад из 6 ступеней, и река от Киева до моря превратилась в цепочку стоячих водоемов, соединенных шлюзами. Последствия для воды оказались одинаковыми на всех ступенях. Летом прогретая неподвижная толща зацветает сине-зелеными водорослями, кислород падает, качество ухудшается. Каховское водохранилище было самым южным и одним из самых мелких по средней глубине, а значит прогревалось сильнее прочих и цвело сильнее прочих. Рыбаки помнят годы, когда в июле от воды тянуло тиной за километр от берега. Что это дало и что забрало? Дало орошение. Отсюда питались Каховский, он же Южноукраинский, магистральный канал, Северокрымский канал и канал Днепр-Кривой Рог. Дало питьевую воду городам и промышленности, дало устойчивое судоходство, забрало течение. Река превратилась в стоячее зеркало, и все, что несла вода сверху, стало оседать на дно, год за годом, 67 лет подряд. Берега начали разрушаться абразией, волна на разгоне в 25 километров бьет как морская. Обрушивались обрывы с археологическими слоями, уходили в воду огороды и кладбища. Днепр из реки стал системой ступеней, и его прежняя береговая линия осталась только на довоенных картах. А ведь перед тем, как все это залить, у археологов было ровно 5 лет. И сразу вопрос, какая из этих историй кажется вам самой невероятной пока что? Напишите в комментариях, в конце видео сравним. Тайна шестая. Экспедиции, которые не успели. С 1951 по 1955 год в зоне будущего затопления работали новостроечные экспедиции Института археологии Академии наук Украинской ССР. Задача формулировалась жестко – обследовать всю территорию, которую накроет вода, и вынуть из нее все, что можно вынуть. За 5 лет прошли практически всю зону. Раскопали 35 поселений – неолит, поздняя и финальная бронза, скифское и позднескифское время, черняховская культура, эпоха Киевской Руси.
провели работы на 7 могильниках разных эпох. Экспедиции 51 и 53 годов занимались и запорожскими сечами. По объему это одна из крупнейших спасательных археологических кампаний своего времени в Восточной Европе. И говорить, что археологов не пустили, было бы неправдой. Их пустили. Просто им дали 5 лет на территорию, которую нормально копать нужно 50. Два результата стоят отдельно. Первый – Михайловское поселение у села Михайловка на Нижнем Днепре, трехслойный памятник эпохи раннего металла. Его исследовали с 52 по 55 год, а затем вернулись туда в 60-е. Средний слой дал керамику с характерным сложным орнаментом, каменное орудие и уже медные изделия. Михайловка стала опорной точкой для изучения ямной культурно-исторической общности, тех самых степных скотоводов, чьи гены и повозки потом разошлись по всей Европе. Второй результат – Золотая Балка, позднескифское городище и могильник. Комплексное исследование позволило детально разобрать быт и хозяйство поздних скифов, как они жили, что ели, чем торговали, чем болели. Оба памятника после 55 года оказались либо под водой, либо в зоне подтопления. Отдельного слова заслуживает человек, который занимался этими берегами всю жизнь и почти в одиночку. Александр Бодянский, родившийся в 1916 году в селе на Запорожье, считал себя учеником Дмитрия Яворницкого. С 1950 по 1976 год он числился сотрудником Института археологии Академии наук Украинской ССР. А затем, до самой смерти в 1992-м, работал при Запорожском краеведческом музее. Он обошел ногами берега Днепра от Каховки до Днепропетровска, осматривая обрывы после каждого обвала. Там, где волна срезала грунт, культурный слой обнажался сам, без лопаты. Так были открыты стоянки охотников мустьерского времени, неолитические могильники на Днепровских островах, Марьевские, Федоровские и Никольские могильники, казацкие кладбища. За жизнь он оставил около 30 публикаций и 24 научных отчета, а собранные им коллекции разошлись по музеям Киева и Запорожья. В 1996 году его именем назвали улицу в Запорожье. А теперь про то, чего не успели. Курганы в Приднепровской степи стоят тысячами, и раскопать даже 10-ю часть за 5 лет физически невозможно. Полевые сезоны короткие, техники мало, рабочих рук не хватало. Многие насыпи просто зафиксировали на карте и отдали воде. Городища и селища, которые не попали в план, ушли целиком, вместе с культурным слоем. Часть отчетов тех лет так и осталась в архивах. Их писали в спешке, а публиковать было некому и некогда. Ученые до сих пор не могут сказать, сколько именно памятников затоплено. Оценки идут на сотни. 67 лет все это лежало и ждало. И один человек, чья могила стояла ровно на линии подмываемого берега, дождался того, что его перевозили дважды. Кто это был? Тайна 7. Атаман, которого перевозили дважды. Иван Серко, кошевой атаман войска Запорожского, умер 1 августа 1680 года в своем зимовнике в урочище Грушевка. Место он выбрал сам – высокий берег над Днепром, откуда видны плавни на десятки километров. Там его и похоронили, насыпав курган. Человек, которого избирали кошевым больше 15 раз, который водил войско в Крым и разбивал армии втрое больше своей, лег в землю ровно там, где хотел лежать. Курган стоял на этом месте почти 3 века. Над ним поставили каменный крест, к нему ходили, его знали все окрестные села. И все было бы просто, если бы в 50-х годах 20 века вода не поднялась к самому подножию холма. Каховское водохранилище начало есть берег. Волна била в обрыв осыпался, и линия обрушения год за годом подходила к кургану. К середине 60-х стало понятно, еще несколько сезонов и могилу просто смоют вместе с обрывом. В апреле 1967 года приняли решение о переносе останков. Работы вели в ноябре в тяжелейшую погоду. По разным данным, экспедиция шла под дождем и мокрым снегом, грунт плыл под лопатами. Скелет атамана подняли и перезахоронили на вершине кургана у села Капуловка, подальше от воды. Часть источников относит эксгумацию к 1968 году, и я эту разницу не скрываю.
Дальше началось то, чего никто из копавших не планировал. Про самого Сирко нужно сказать отдельно, иначе не считывается масштаб. Он был кошевым атаманом в самое тяжелое для Запорожья время, во второй половине 17 века, когда войско оказалось зажато между Речью Посполитой, Московским царством, Крымским ханством и Османской империей одновременно. Историки насчитывают у него несколько десятков походов, среди них рейды в Крым за освобождением пленных. Вокруг его имени наросло столько легенд, что отделять их от документов приходится до сих пор. И про непобедимость, и про правую руку, которую якобы возили перед войском, и про знаменитое письмо турецкому султану, историчность которого специалисты оценивают крайне осторожно. Реконструкция, сделанная по его черепу в московской лаборатории, стала первым научным портретом атамана. До этого его писали так, как представляли себе художники XIX века. Череп Сирко отделили от остальных останков и увезли в Москву, в лабораторию антрополога Михаила Герасимова, того самого, который восстанавливал по костям облик Ивана Грозного и Улугбека. Задача была научная — сделать скульптурный портрет атамана. Реконструкцию сделали, а череп остался в Москве и пролежал там больше 20 лет. Тело под курганом на Днепре, голова в фондах за 1000 километров. Вернуть его удалось только в 1990 году, накануне празднования 500-летия украинского казачества. И то после письма украинской интеллигенции, которое подписал писатель Олесь Гончар. Только после этого атамана собрали обратно и захоронили целиком. Вдумайтесь в счет. Первый раз его переносили из-за воды, которую подняла плотина. Второй раз собирали по частям из-за решения, принятого в кабинете. 3 века он лежал спокойно. Хватило одного водохранилища, чтобы все это сдвинулось. Сколько еще могил на этих берегах не дождалось ни решения, ни экспедиции. Тайна 8. Город хана на Кучугурах. Теперь переместимся примерно на 30 километров южнее Запорожья на левый берег, в междуречье Днепра и Конки. Здесь, в песчаных буграх, которые местные называли кучугурами, лежало Кучугурское городище площадью около 10 гектаров. Средневековый город золотоордынского времени, 13 и 14 века. Про него почти никто не знает, хотя это один из самых интересных памятников Нижнего Поднепровья. Раскопки провели в 1953 году в рамках той самой спасательной кампании перед затоплением. Копали быстро, копали не все, и то, что нашли, переворачивает привычную картину степи как пустого пространства с кочевыми шатрами. Под песком обнаружили комплекс каменной и кирпичной застройки середины XIV века, мечеть площадью около 500 квадратных метров, рядом с ней фундаменты минарета. Дворец площадью 476 квадратных метров, кирпичные жилые дома, бани с системой отопления, то есть полноценный оседлый город с водопроводом, культовой архитектурой и ремесленными кварталами. Там, где по учебникам должна была быть голая степь. Находки внутри еще показательнее. Серебряные слитки весом около 200 граммов, служившие крупной денежной единицей, бронзовые зеркала, китайские селадоны, тонкая зеленоватая керамика, привезенная с другого конца Евразии. Это переписывает историю региона. Город на Днепре был встроен в торговую сеть, тянувшуюся до Китая. Кучугурское городище стояло не на пустом месте. В XIV веке Нижнее Поднепровье было участком большого торгового пути, связывавшего крымские порты с северными землями, и вдоль него возникла целая цепочка ордынских поселений с каменной застройкой. Название урочища происходит от местного слова, которым обозначали песчаные бугры и дюны. Таких бугров вдоль левого берега тянулись километры. Сами бугры оказались отличным консервантом. Сухой песок сохранил кладку и полы построек лучше, чем сохранил бы влажный грунт. На этих же землях, чуть выше по течению, в 70-е годы 20 века начали строить Запорожскую атомную электростанцию и город Энергодар. То есть слой большой советской стройки лег поверх слоя средневекового города, и оба они соседствуют с урезом воды бывшего водохранилища. И вот здесь начинается самое странное. Ряд исследователей связывает Кучугурское городище со ставкой темника Мамая, того самого, который правил западной частью Орды примерно с 1360 по 1374 год и позже проиграл на Куликовом поле.
Прямых надписей с именем не найдено. Версия остается версией, и я подаю ее именно как версию. Но масштаб дворца и мечети говорит о резиденции очень высокого уровня. Дальше обычная для этого ролика концовка. В 55-м сюда пришла вода и накрыла все, что не успели вынуть за один полевой сезон. Раскопан был меньший кусок городища, остальное осталось под водой и под наносами. Что лежит в непрокопанной части, не знает никто. И это не единственный памятник, который вода ела прямо на глазах у археологов. Тайна 9. Мамай-гора и берег, который ел курганы. У села Великая Знаменка на левом берегу стоит возвышенность с названием Мамай-гора. Под ней крупнейший многослойный могильник Северного Причерноморья. Люди хоронили здесь своих мертвых с эпохи неолита, потом бронза, потом ранний железный век со скифскими погребениями, потом средневековье. Слои идут один поверх другого, как страницы. Общее количество погребений оценивают более чем в 600, а исследовано из них немногим больше 200. Систематические раскопки начались в 1988 году. Сюда пришла археологическая экспедиция Запорожского университета во главе с Геннадием Тощевым и Светланой Андрух. Сначала изучали небольшие рельефные насыпи, потом взялись за основной массив. Работали они в режиме, который археологи называют спасательным, и это самое точное слово. Волна Каховского водохранилища подмывала берег прямо под могильником. Обрыв обваливался кусками, и вместе с грунтом вниз, в воду, сползали погребения. Костяки, сосуды, бронзовые украшения, наконечники стрел. Каждую весну после ледохода линия берега отступала, и каждую весну экспедиция считала, сколько метров памятника ушло за зиму. Копать приходилось не там, где интереснее, а там, где вот-вот обрушится. Представьте себе эту арифметику. Ты знаешь, что под тобой 600 погребений. У тебя один короткий сезон, и ты выбираешь, какие 20 спасти, а какие отдать воде. Так продолжалось десятилетиями. Что именно достают из Мамай-горы, показывает один эпизод. В 2021 году экспедиция раскопала здесь редкое погребение, о котором сообщали информационные агентства. Такие находки на этом памятнике идут регулярно. Слоев слишком много. Скифские погребения дают оружие, конскую упряжь, посуду, погребения бронзового века, каменные ящики и охру, средневековые — совсем другой набор вещей. Экспедиция работает на холме больше 3 десятилетий подряд, с перерывами только на безденежье и на войну. И все это время задача формулировалась одинаково — успеть до обвала. Точных цифр отступления берега по годам в открытых публикациях мало, но сам факт, что раскопки называют спасательными на протяжении 30 с лишним лет, говорит достаточно. Мамай-гора – самый наглядный пример того, что случилось со всеми берегами водохранилища сразу. Абразия работала одинаково на Никопольском и на Каменском берегу. Правый обрыв у Никополя, левый у Каменки Днепровской. Обрывы у Великой Знаменки, у Золотой Балки, у десятков сел между ними. Волна разгонялась на широком плесе и била в глину и лес, вымывая нижнюю часть склона, после чего верх обваливался сам. Уходили огороды, уходили старые кладбища, уходили курганы, которых никто не успел даже описать. За 67 лет счет потерянного никто не свел. А потом, 6 июня 2023 года, вода ушла сама, и берег внезапно оказался далеко от нее. Тайна 10. 6 июня и берег без воды. Излагаю строго то, что зафиксировано, без версии о причинах. Обстоятельства разрушения плотины стали предметом взаимных обвинений сторон конфликта, и разбирать их я не буду. Факты такие. 6 июня 2023 года около 2 часов 50 минут ночи жители окрестных населенных пунктов услышали сильный взрыв. К утру плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена. Волна пошла вниз по течению, к Херсону и к морю. По оценкам, затопленными оказались порядка 600 квадратных километров, 67 населенных пунктов и около 60 особо охраняемых природных территорий. Людей эвакуировали лодками. Часть населенных пунктов оказалась отрезана водой на несколько суток. Это крупнейшая техногенная катастрофа в регионе за десятилетия, и последствия ее считают до сих пор.
Выше по течению происходило обратное. Вода уходила из чаши стремительно. За 3 суток уровень упал примерно на 1,5 метра ниже отметки, при которой водозабор физически невозможен. Дно обнажалось прямо на глазах. За неделю береговая линия отошла на километры. Остановились водоканалы Никополя и Марганца, их насосные станции просто оказались на суше. Без централизованного водоснабжения остались города Никопольско-Марганцевского промышленного узла, а вслед за ними попал в зону риска и Кривой Рог. Обезводились Каховский, магистральные и северокрымские каналы. Вместе с ними полили неорошенные в тот сезон поля юга. Никопольский берег, который 70 лет был берегом моря, за несколько дней снова стал берегом реки, только теперь до воды нужно идти пешком через ил. Отдельная линия последствий – вода для техники и для полей. Каховское водохранилище питало пруд-охладитель Запорожской атомной электростанции, и после падения уровня охлаждение реакторов и бассейнов выдержки стало предметом отдельных технических решений и постоянного контроля со стороны международных наблюдателей. Обезвоженные каналы ударили по орошению. По оценкам специалистов, подавляющая часть орошаемых земель Херсонщины осталась без полива, и степные районы, полвека жившие поливным земледелием, вернулись к засушливому. Прекратилось судоходство по бывшей акватории. Там, где ходили теплоходы, встало мелководье и поднялись заросли. Вниз по течению, в затопленной зоне, вода разнесла содержимое складов, топливных емкостей и кладбищ, а вместе с ними боеприпасы и мины, сорванные с прежних мест. Из-за этого выход на обнаженное дно и на берега во многих местах остается опасным до сих пор. Дальше пошла инженерная гонка. В 2023 и 2024 годах построили магистральные водопроводы. Запорожье-Томаковка-Марганец протяженностью 77 километров и Марганец-Никополь-Покров протяженностью 41 километр. Населенные пункты начали разворачивать системы подземного водоснабжения, бурить скважины. Часть проблем сняли, часть осталась. К началу 2025 года уровень в бывшей чаше держался около 5 метров над уровнем моря. Река идет по своему старому руслу, вокруг мелководья и заросли. Прежний объем не вернулся и в ближайшие годы не вернется. И тут начинается та часть истории, ради которой я вообще взялся за эту тему. Дно, закрытое 67 лет, оказалось доступно для ног человека. Что оно показало? Тайна 11. Что дно отдало обратно. Первое, что увидели люди, вышедшие на осушенное дно, рельеф которого не было ни на одной современной карте. Проступили старые русла. Сам Днепр в прежних берегах, конка, устье мелких речек, лабиринт-проток. Показались острова, которые считались исчезнувшими навсегда. Среди них Орлов остров, ушедший под воду в 1954-м. Обнажились фундаменты домов и церквей затопленных сел, кладки погребов, каменные ограды, участки грунтовых дорог, которые вели от одного двора к другому. В отдельных местах видны колеи, вышли на поверхность и затонувшие суда разных лет, обломки барж, катеров, металлические корпуса. Отдельная головная боль. Самоходная баржа с нефтепродуктами, затонувшая еще в октябре 2017 года между Каирами и Васильевкой. Тогда нефтяное пятно от нее растянулось на 6 километров. Теперь археология. Летом 2023 года археологи национального заповедника Хортица под руководством Светланы Охрименко сняли с дна лодку, выдолбленную из цельного дубового ствола. Оценки ее параметров у разных изданий расходятся. Одни дают длину около 6 метров при ширине 80 сантиметров, другие почти 7 метров при высоте бортов около полуметра. Корпус сохранился примерно на 70%. На дереве заметны вырезанные знаки, значения которых пока непонятно. Возраст тоже спорный. Предварительные оценки шли от 300-500 лет до более чем 1000. И точку должен поставить радиоуглеродный анализ. Лодку увезли в реставрационный ангар на консервацию. Мокрое археологическое дерево на воздухе разрушается за считанные недели. Всего у берегов Хортицы зафиксировали несколько крупных лодок казацкой эпохи и более древних судов. У всей этой археологической удачи есть темная сторона. Как только дно стало проходимым, туда пошли не только ученые. Люди с металлоискателями появились на бывшей акватории в первые же недели, и часть находок ушла в частные руки раньше, чем их успели описать.
Специалисты говорят об этом прямо. Предмет, вынутый из земли без фиксации места и глубины, теряет почти всю научную ценность, даже если сам по себе цел. Вторая проблема – безопасность. Обнаженный ил обманчив. Сверху корка, под ней вязкая масса, в которой человек проваливается по пояс и не выиграется сам. К этому добавляются боеприпасы и обломки конструкций, поэтому организованные экспедиции работают короткими выходами, а точные координаты некоторых находок не сообщают публично, в том числе потому, что районы работ находятся под обстрелами. Дальше по описи. 9 известняковых ядер ручной обточки. Каждая подгонялась под диаметр конкретной пушки. Исследователь Мирослав Жуковский назвал их артефактами номер 1 для Томаковской сечи и объяснил, что они уцелели, потому что лежали в грунте и песке. Казацкий погребальный крест XVIII века – свидетельство разрушенного кладбища поблизости. Тот самый железный якорь, 1,20 м длиной и 18 килограммов весом. Огнестрельное оружие казацкого времени. Греческие амфоры разных периодов и византийские предметы. Наконечники стрел, керамика, украшения. Каски и останки времен Второй мировой войны. И челюсть мамонта, палеолит, десятки тысяч лет. Вода хранит лучше, чем суша. Все это лежало в бескислородном иле и потому дошло до нас. Но у ила есть вторая сторона, и вот она пугает исследователей куда сильнее. Тайна 12. Ил, который оказался страшнее воды. 67 лет водохранилище работало как отстойник. Все, что несла река с промышленных площадок Запорожья, Днепра и Каменского, все, что смывалось с полей вместе с удобрениями и пестицидами, все, что оседало из атмосферы, оказывалось на дне и оставалось там. Течения не было, вымывать было нечему. Слой донных отложений копился десятилетиями. По результатам исследований, опубликованных после спуска, в этих отложениях содержалось порядка 83 тысяч тонн токсичных тяжелых металлов – свинец, кадмий, никель и другие. При самом сбросе вниз по течению вынесло меньше 1% от этой массы. Остальное осталось лежать там, где лежало, только теперь без воды сверху. Плюс нефтепродукты и радионуклиды, накопленные с 80-х годов. Прогнозы весной и летом 2023 года звучали мрачно. Ожидали 3 вещи. Пыльные бури, которые понесут тяжелые металлы по всему югу, засоление обнаженных грунтов, массовое нашествие инвазивных растений на пустое место. В августе 23-го дно местами выглядело соответствующе. Потрескавшаяся корка, ракушки, белые солончаковые пятна, пейзаж, который журналисты сравнивали с марсианским. Часть обнаженной территории засеяли клевером и люцерной, именно для того, чтобы связать грунт корнями и не дать ему подняться в воздух. Замеры показали, что осушенные площади действительно стали новым источником мелкой пыли и песка. Массовая доля аэрозоля в атмосфере над регионом выросла как минимум вдвое. Полных замеров по всей площади нет и не будет еще долго. Пробы брали точечно в доступных местах, а значительная часть бывшей акватории лежит в зоне, куда исследователи физически попасть не могут. Поэтому все оценки, которые вы слышите, остаются оценками, и специалисты сами это подчеркивают. Известно другое. Донные отложения устроены слоями, и в глубине залегают горизонты 60-х и 70-х годов, когда очистных сооружений на многих производствах попросту не было, а пестициды применяли в объемах, немыслимых сегодня. Эти слои теперь ближе к поверхности, чем когда-либо за полвека. Ил высыхает медленно, годами. Сверху он трескается на плиты, а на глубине полуметра остается сырым и держит в себе все, что в нем растворено. Каждое половодье заливает часть площади заново и перемешивает то, что успело подсохнуть. И вот здесь начинается самое неожиданное. Ни один из 3 мрачных прогнозов в полной мере не сбылся. Дожди и ветер разнесли по дну семена раньше, чем поднялись настоящие бури. Ил, который считали токсичной бомбой, оказался еще и чрезвычайно плодородным. Деревья на нем росли быстрее, чем на обычной пойменной почве. Засоление осталось локальным, инвазивные виды не вытеснили местные. Токсичная нагрузка при этом никуда не делась. Металлы лежат в грунте, их будут поглощать корни, и в пищевые цепи они попадут. Просто сценарий оказался медленным, а не взрывным.
Ученые до сих пор не могут точно оценить, чем это обернется через 20 лет, потому что значительная часть территории недоступна для полевых работ. А самый очевидный удар пришелся не по суше, а по тем, кто жил в воде. Тайна 13. Рыба, лес и новый Великий Луг. Сначала цифры потерь. В Каховском водохранилище обитало не менее 43 видов рыб, по другим оценкам более 50, плюс около сотни видов беспозвоночных. Промысловых видов было около 20, а годовые уловы доходили до 2500–2600 тонн. В июне 2023-го произошел массовый замор. Вода уходила быстрее, чем рыба успевала за ней. На осушенных мелководьях погибла почти вся молоть, нерестилища перестали существовать за несколько суток. Ущерб рыбному хозяйству только по взрослой рыбе оценивают до 95 тысяч тонн или порядка 4 миллиардов гривен. Сроки восстановления запасов называют разные – минимум 7–10 лет, а полное восстановление экосистемы – до 30. Отдельная проблема – чужаки. Солнечный окунь и рыба-игла активно расселяются по Днепру, а солнечный окунь еще и уничтожает икру и личинок местных видов. Теперь то, чего не ждал никто. Плотину разрушили 6 июня, ровно в те дни, когда ивы и тополя массово сбрасывают семена. Пух лег на мокрый плодородный ил и взошел сплошным ковром. К сентябрю 2023 года на дне стояло около 52 тысяч гектаров травы. Зимой лег снег, весной прошло половодье и залило значительную часть мелководий. А к 2024 году на бывшем дне поднялось почти 150 тысяч гектаров молодой растительности. Ивы и тополя ростом от 2,5 до 3,5 метров, а на самых жирных участках ила до 5 и даже 7 метров. Число видов растений выросло с 11 в 2023 году до более чем 340 в 2025. По данным дистанционного зондирования, около 3/4 долины бывшего водохранилища сегодня покрыта сплошной растительностью. Это, возможно, крупнейший ивовый лес Европы, и он вырос сам, без единого посаженного человеком дерева. Изменилось и то, что ниже по течению. Вместе с водой из чаши вниз ушла масса взвесей и органики, и Днепровско-Букский лиман, а за ним прибрежная часть Черного моря на время резко опреснились. Соленость у берегов упала, что ударило по морским моллюскам и по медийным поселениям, зато создало временно благоприятные условия для пресноводных видов. Часть проходных и полупроходных рыб, которым плотина 70 лет перекрывала дорогу вверх, впервые за это время получила возможность подниматься по течению, вплоть до Запорожья. Насколько устойчивым окажется этот эффект, ихтиологи сказать пока не берутся. Русло меняется, мелководья зарастают, и через несколько лет картина может стать совсем другой. Одно понятно точно – естественных экспериментов такого масштаба на реке такого размера в Европе не ставили никогда. Вместе с лесом вернулись животные. Исследователи фиксируют следы лисиц, шакалов, хорьков. Вдоль новых водотоков держатся многочисленные прибрежные птицы, включая редкие виды. Ивники, по описанию ученых, буквально набиты соловьями. С хищными птицами сложнее. Орлану-белохвосту кормовой базы теперь хватает, а вот подходящих мест для гнезд еще нет. Для этого нужны взрослые деревья, а им расти десятилетия. И тут важная оговорка, которую делают сами специалисты. Прежний Великий Луг не вернулся и не вернется. Тот ландшафт складывался тысячелетиями, у него была своя гидрология, свои почвы, свои виды. То, что растет сейчас, молодая, нестабильная и во многом непредсказуемая система. Кстати, кусок исторического Великого Луга уцелел и до этого. Национальный природный парк с таким названием создали 10 февраля 2006 года. Его площадь около 16 700 гектаров. Он и остается эталоном, с которым сравнивают новое. Возвращаюсь к тому, с чего начал. Ржавый якорь длиной 1,20 м, 18 килограммов, 18 век, 11-я находка музея за полгода. Он пролежал под водой 67 лет, и до 2023 года о нем не знал вообще никто. Теперь ответы на 3 вопроса, которые я задал в начале.
Что здесь было до воды? Плавни площадью больше 1000 квадратных километров, 6 адресов Запорожской сечи, скифская столица на 12 квадратных километрах, Золотоордынский город с мечетью и дворцом, могильник с 600 погребениями. Куда делись люди? Более 37 тысяч человек переселили наверх, в степь, в 1063 новых дома, а их кладбища оставили под водой. Что вернуло дно? Лодку из цельного дуба, 9 известняковых ядер, погребальный крест, амфоры, челюсть мамонта, фундаменты домов и старые дороги. И 83 тысячи тонн тяжелых металлов в иле, которые оказались опаснее любой находки. Есть еще одна вещь, которую я обещал в начале и должен закрыть. Помните вопрос про то, куда девались кресты с уничтоженных погостов? Ответ дала одна летняя экспедиция. Казацкий погребальный крест XVIII века, поднятый со дна, означает, что кладбище рядом с ним было разрушено, а кресты с него либо пустили в дело, либо сбросили в реку. Это единственный сохранившийся документ о том погосте. Ни бумаг, ни списка похороненных не осталось. И таких немых свидетельств на дне бывшего водохранилища, судя по всему, еще много. Ровно так же работает вся эта история. Письменных источников почти нет, зато есть предметы, и по ним восстанавливают то, что не записал никто. А поворот вот в чем. Место, которое дважды уничтожали, сначала водой, потом ее уходом, начало восстанавливаться само и быстрее, чем предсказывала любая модель. За 3 года здесь поднялся лес размером с небольшую область, вернулись звери и птицы, а археологи получили доступ к тому, что считали потерянным навсегда. Одновременно с этим под ногами лежат десятки тысяч тонн ядовитого металла. Разрушенные памятники, невывезенные могилы и целые городища, которые никто никогда не копал. Обе вещи истинны сразу, и в этом вся сложность. История не заканчивается ни катастрофой, ни возрождением. Она просто идет дальше и оставляет счет открытым. Какая из этих 13 историй поразила вас сильнее всего? Напишите в комментариях. Если знаете еще, обязательно расскажите. Я читаю все. Под слоем ила лежит еще столько, сколько мы пока даже не представляем. И воды сверху больше нет. На этом все. Благодарю вас за внимание и за то, что были рядом все это время.